Девушка, вы неисправимы. Привет, девчонки и мальчишки. Смотрите, что я тащу. Целую коробку. Вчера увидела, что приехал мой заказ. Девочки, это не орхидеи. Это еще одна моя, так сказать, это моя еще одна авантюра. Это из агромаркета лимончик и апельсинчик. Причем в этот раз лимончик Лунарио. Сейчас посмотрим на него. И апельсинчик тот же самый, такой же, который мне приезжал весной, который холодной весной, сейчас, девочки, не выжил. Но мне захотелось попробовать еще раз. Я ж не угомонюсь. И я взяла на этот раз двухлетки. Вчера читаю, написано, что 8 килограмм объемный вес. Но главное, что он объемный 8 килограмм, а не именно вес 8 килограмм. Я думаю, что там мне такое едет? Двухлетние саженцы в ведрах. Ну такое, знаете, вот. Коробка приличная. Мой лимончик нормально растет, который крупноплодный киевский. Я сейчас его прищипнула. Сейчас вам его покажу. Уже была вторая волна прироста, но я его прищипнула. Я хочу, чтобы он, вот такой штамп у него появился, сантиметров, может, 15. Хочу, чтобы он был на штамме и жду, чтобы он дал ответвление. Ну, вроде неплохо растет. Ну и вот сидела, была тревога, а мне надо было в ЦНАП, и я сидела, попала во время тревоги в ЦНАП, и сидела в тенечке, и вот занялась, и позаказывала. Только что смотрю видео про лимон Лунарио, пишут, что, короче, не пишут, показывает девушка свой Лунарио, говорит, если бы я знала, я не знала, что он высокорослый. А я такая думаю, ёлки, а я ведь тоже не знала, что он высокорослый. Это, по-моему, испанский лимон. Испанский, да. И он, короче говоря, у него прикольные лимончики, говорят, вкусные. И он, ну, не требовательный к внешним сильно факторам, беспроблемный. В общем, короче, девочки, ну захотелось. Такая вот зеленая коробочка от агромаркета. Сейчас будем распечатывать. Фух. Так что цитрусовая тема рулит. Но так не хочется. Я все никак не, знаете, не оставлю эту затею с цитрусами. У нас сегодня жарковастенько. Ну, обещают 34 градуса. Я поэтому побежала. Только увидела, что с утра, что пришел, сразу побежал. И я еще купила за 150 гривен. Вообще дурня этого Мейера. Но Мейер у меня уже 3-й раз приедет. Но на собственных корнях. Надеюсь, что он, ну, так как он уже домашний, девочка укоренила черенок, что он будет нормально расти. Посмотрим. Мейер вообще такой, он очень-очень вредина. Но я ж не могу, вот он вредный, а мне вот, ой, сейчас, девочки, я тут на заборчик оперлась. Вот он вредный, а мне он надо. Ну, я не знаю, что я несу домой. А апельсинчик, это такой карликовый мини-апельсинчик. Ну, посмотрим. Я на зиму хочу их под подсветку, особенно апельсин. А с лимоном посмотрим. Он как напольная, именно Лунарио, как напольная культура. Его на окно ставить, он огромный. Сейчас, ребят, я уже пришла. Ой, наушник сниму. А то шла, слушала видео по уходу. Кому шо, окурки просто. Так, вот тут у меня стоит на окошке мой киевский крупноплодный. Пока вмещается, бо він ще маленький. О, вот такой. Смотрите.
наращивать. Девочки, по-моему, хлороза вроде как нет. Из-за того, что стоит солнышко на него после обеда, он такой светленький листочек, молоденький. Мы с вами его пересадили. Ой, сейчас посмотрим, как лучше, от окна. Мы с вами его пересадили вот в такой горшок. Я его стараюсь не крутить. Ну, он после того, как мы пересадили, вот этот прирост дал. Не шибко он так прям бежит в рост, но нормально. Нормально. Вот такой уже толстячок-боровичок. Мне нравится. Вот, как бы я думаю, что на зиму, на зимовку буду им выделять полочку с освещением. Хотя, в общем, посмотрю. Здесь вообще им надо на зимовку, чтобы затормозились все их процессы, 10-15 градусов. Здесь бывает и холоднее, но здесь темно. Север. Здесь надо сделать подсветку. Надеюсь, в этом году у нас со светом все будет хорошо. Посмотрим. Так что кто-то досвечивает, например, пару часов в конце дня. Кто-то сразу включает таймер с утра там, на эти 12-14 часов. На 10-12. 14 это даже много. 10-12 часов. Сейчас я буду, девчонки, вскрывать коробку. Здесь такие, видите, пистолетом сделаны скрепки. Сейчас, подождите. Перевернула. Вот так можно, наверное, эту коробку вскрыть. Я тоже люблю. Самое интересное, что я особо не люблю кисляк. Ну вот мне интересна сама культура. Апельсин, лимон, понимаете? Вот мне вот, если мне не удается, меня это подзадаривает. Это получается только вырвать эти скрепки. Нормально не получается открыть. Так, в общем, девочки, сейчас открою и разберем. Так, все, я открыла. Что Жорика сегодня выгуляла с утра, и он залег спать. Ух ты! Смотрите, как они его тут уложили, вот такую штуку. Фу, я же думаю, а где... Я уже думаю, а где же растение? Большая коробка, куча вот такой вот пеструшни. Прикольный тип такого, да? Уплотнитель. Класс, девочки, класс. Можно на пляже плавать. Так. Так, это у нас квитанция. 2 товара у замовлення. И памятка с догляду за цитрусовыми. Я в прошлый раз ее читала. И, короче говоря, вроде все сделала. А в итоге вот растение. Ага, оно на скотче здесь. Не на скотче, а вот на вот этих скрепках опять-таки. Вот эти скрепки. Я еще думаю, чего здесь скрепки? А они вот так его приделали, девочки. Сейчас вижу вот 2 вот этих стаканчика с землей. А здесь зеленуха. Сейчас буду их освобождать. Я вам скажу, упаковка у них классная. Для того, чтобы снять эту упаковку, надо еще постараться. А я не буду снимать. Я сейчас здесь скотч разрежу, разверну и достану. Правильно? Правильно. Растения они присылают без горшков. В грунте, ну, как бы это не совсем голая корневая, там грунт. Я в прошлый раз освобождала от этого. Там был такой материал, от которого я освобождала полностью. А потом я вроде как поняла, что можно... А не, ребят, так не вытянешь. Там сильно намотано. Придется все-таки вот эти противные скрепки снимать. Тут что-то прям аж мокро. Фух, вроде освободила.
Надо теперь аккуратненько поставить. Что-то слышу, что там что-то. Да, наверное, это лунарио такой высокий. Ну, честно говоря, я думала, будет еще выше, так что это еще не критично. Привет! Так, ребята, сейчас разлетаю. Слушайте, они оба. Кто здесь кто? Сейчас, девочки. Не знаю, что вам там видно. Ну, вот два растения, да, вот такие вот. Фух. У них прямо... Ой. Сейчас. Что здесь написано? А, это просто вот так сделано. Немножко неудобно, но я буду сорить в коробке. Неудобно то, что они в земле. Ключик агромаркета. Ага, вот. Вот. Видите, сразу в земле. Тут какая-то трава растет. А кто из них кто? Это уже не важно. Непонятно мне. Как по мне, так на вид как будто одинаковые листья. Это не два чего-то один. А, они подписаны. Есть. Там просто снизу они схвачены. Я не могу их разделить. Видите, вот как они их так... Здесь скрепка эта, которая из коробки была. Прям схватилась сюда намертво. Так, вот это мандарин. Не апельсин. Каванавасы. Мандарин. Вот он. Вот мандарин. Ну, он такой приличный. Надо помыть все ему листики. А это лунарио. Вот такой лунарио. Они все привиты. Такие уже двухлетние. Прикольные. Я пытаюсь найти то, что меня касается. Но они почему-то здесь... Пам'ятка з догляду за цитрусовими рослинами, втрати листя у цитрусових. Так, то, що перший пункт, це рослина одного вікна. Не треба її періодично переносити на інше місце. Видите, да, это растение одного окна. Нельзя крутить. Постоянно вот я тоже стараюсь свой лимончик киевский не поворачивать, потому что листья начнут падать и желтеть. Так, мне тут надо посмотреть, что у него тут. Опять-таки, кто это кто? Это лимон, это мандарин. Но мандарин не должен расти большим. Если все будет нормально, он у меня сохранится, и все будет хорошо, то он должен быть низкорослым. Так. Этот большой красавчик. Вот у него прирост. Ну так визуально я вредителя не вижу, но надо его в душике помыть. И одного, и другого аккуратненько. Помыть, обсушить. И потом, пока ничего не буду трогать, что там с корнями, фиг его знает. Пускай пока вот в этом горшочке будет. Но вы видите, какие придется горшки высокие делать. Я не думала, что надо такой высокий горшок. У них получается в высоких транспортировочных они сидят, я так поняла. Немало баба й клопита купила порося. Интересно, ой, как интересно. Надеюсь, что у меня что-то получится, так как на лето все-таки легче адаптировать растения, чем я вот купила в начале весны. Как бы тоже нормально, но они тяжело перенесли переезд и все. Так, если протяги, сквозняки, листья цитрусовых опадут обязательно. Если сильно переувлажнять в зимний час, грунт закиснет. Так,
Если небольшое растение сразу в ведро или в бочку, то, конечно, через неделю листья пожелтеет и все. Нельзя ставить возле микроволновок. И неправильно, если подживливать тоже. Ну, тоже может случиться. Если листья уже падают, нельзя удобрять. И в течение полугода после пересадки не вносить удобрения. Как определить, что надо пересаживать? Корни, если начинают вылазить из дренажных отверстий, це не привід для пересадки. Это не причина для пересадки. Странно, а я думала, что это причина. Аккуратно отодвиньте верхний слой земли. Если вы увидите, что земляная груда сверху обвита большим количеством корней, не спешите. И в этом случае очень интересно, очень интересно. Пропустите стволик дерева между указательным и средним пальцем. Немного нагните горшок и попробуйте вытянуть ком земли. Короче, вот это вытянуть его из горшка, постукивая по дну. Если легко вытягивается, сильно обвитая корнями эта земляная грудка, и если на дворе осень, не пересаживайте деревце до середины февраля. А если идет весна, то можно пересадить цитрусовое дерево в горшок немного больше, чем предыдущие. А если земляная грудка не сильно обвита корнями, пересадка буде потрібна тільки наступної весни. Ага, то есть год можно подождать, да? Цитрусы любят не пересадку, а перевалку. А что здесь делать? Тут вообще непонятно. Корни я не вижу. Не, ну я, конечно, не буду трогать. Не-не-не, не в этот раз. У меня есть такое... Но они же не будут в этом дышать. Это ж целлофан. Да? А начинаешь, когда доставать с этого целлофана, как в прошлый раз я доставала, вся земля опадает и все. Корень оголяется. Понимаете, в чем фикус-пикус? Надо мне найти такую же бумажку с агромаркета. Или на сайт. Я на сайт зайду, сейчас посмотрю, как, что делать. По-моему, я читала, что вот это, ну, как по мне, так это кулек. А может быть, это какая-то специальная бумага. Не, ну на бумагу это не похоже. Ну, я думала, что вместе с ней посадить. Но нельзя, я думаю. Я думаю, что это обычный кулек. Аккуратно разрезать и переставить в горшочек, в такой узенький. У меня один только есть. Такие, знаете, транспортировочные контейнера черные. У меня один. Один я выбросила, блин. Остался один. Ну, посмотрим. Потому что сейчас ставить в такой... Обычно вот такие высокие горшки, вот по такому размеру, они широкие. Поэтому как бы такая себе затея. Да, что делать? Витя не пишет, что в качестве дренажа на дно горшка нужно насыпать керамзит. 1,5-2 сантиметра. Я не согласна. Я не согласна, потому что корни, достигая уровня керамзита, керамзит намокает, вбирает влагу, и там начинается закисливание. Корни там закисают, намокают, ну, постоянно во влажном находятся, и они там пропадают. Вот с этим пунктом я не согласна. В свежем питательном грунте цитрусовые развивают хорошую корневую систему. Для полива цитрусовых совсем не годится вода, которая только что взята с-под крана водопровода. Там содержится большое количество хлора, который они не любят, да, надо отстаивать.
Лучше 2 дня надо отстаивать. Лучше поливать цитрусовые отстойной водой, в которую додали оцет, который добавили этот самый, в общем, пару капель уксуса. Они это очень любят. Видите, что пишут? Я тоже читала, что лимонную кислоту они любят. Янтарную даже больше любят, чем лимонную. 1 грамм на литр. Вот обрызгивать хорошо. Я сегодня их цирконом побрызгаю. Сейчас разведу циркон. Помою листики, разведу циркон и цирконом побрызгаю. Так как они в стрессе, они ж ехали в коробке. Ну, меньше суток они ехали, вечером только будут сутки. Ну, я не знаю, во сколько их запаковали. Может, их запаковали с утра, может, уже и сутки. Так, что еще? Вот, еще предлагают, рекомендуется иногда менять воду в пульверизаторе на слабый росчерк марганцовки. То есть в пульверизатор иногда слабый раствор марганцовки добавлять и опрыскивать. Лимоны, мандарины и другие цитрусовые рясно цветут, что ведет к ослаблению дерева. Поэтому цветы, расположенные рядом друг с другом, след прорежать, оставляющие... оставляются только те, которые там, где хорошая зависть. А мне кажется, многие цитрусовые сами сбрасывают, поэтому не знаю. Не знаю. Видите, написано 2 года. Вот. Этим саженцам 2 года. Они все вот под артикулем маркированы. Эксклюзивчики вы мои. Так. На созревание плодов нужно несколько месяцев. Ну, вообще, они могут созревать и год, и 9 месяцев, короче. Вот надо отдавать предпочтение плодам, которые висят на коротких веточках. Оказывается, плоды на длинных ветках растут дольше. Так, в общем, вот так. Продавець не несе відповідальність за приживлювання саджанців, тому що вона залежить від сукупності зовнішніх факторів, включаючи, але не обмежуючись, освітлення ділянки, залягання ґрунтових вод, кислотної та лужної. Понятно. Что какой у вас там, куда вы там воткнете, потом никаких претензий. Ваши бонусные гривны. Девочки, у меня 212 бонусных гривен. Можно кумкват купить. Аня, стоп! Успокойся. Успокойся. В общем, девочки, вот такая покупка. Сейчас буду думать, что делать. Сейчас зайду на сайт Агромаркета, прочитаю вот эти там, как правило, вот приехали, когда вот с этими кулечками что делать. Не знаю. Посмотрим. Вот такие вот красотки. Потом надо будет, ну сейчас не буду от вредителей, сейчас просто промою. Потом, когда обсохнут, побрызгаю этим цирконом. 4 капли на литр. Вот это лимон получается. Ну пишет, что Лунарио, в принципе, точно Лунарио приехал. Да, Лунарио. Ну странно, вот такой ком земли, вот это как лопаткой его выкопали, повредили корни, не повредили, сколько там тех корней, вообще непонятно. Вот это мне не очень понятно. И очень такая плотная земля. Но когда сейчас, если начинать снимать вот этот пакет, оно все вот так вот разлетится. Ну, это по опыту прошлого раза, когда я доставала лимон Мейера, чтобы посадить горшочек, и этот же мандарин, только они были годовастики. Там было, короче, вот тоже подвой был. И там были вот такусенькие маленькие пенечки, не такие двухлетки, а вот такие маленькие. И они загнулись буквально через месяц. Ну, может, чуть больше. Но я уже, помните, уже из последних сил там и целлофаном накрывала. В общем, на Мейере прививка вообще
отвалилось. То есть я сделала вывод, что годовастики, и, видимо, они были в этом году привиты. И я поняла, что годовастиков лучше, ну, лучше не брать. Уж лучше взять там, где прививка уже вот так классно прижилась. Вот так. Это непонятно. Это что идет такое? Ниже прививки. Может, это надо срезать? Что это за такое идет? Вот это вот. Возможно, это идет от дички, на что прививали. Я ж не знаю, на что прививали. Они ж не пишут. Секрет фирмы. Так что вот такие, друзья, дела. Даже не знаю, я буду стараться. Буду стараться не загубить. Ну, адаптировать. Адаптировать. Я очень рада своему лимончику киевскому крупноплодному, что он такой молодец, пока тьфу-тьфу-тьфу. Я его уже пересадила. Это уже до следующей весны. И посмотрим, как, что с этими решу делать. Сейчас почитаю. И, в общем-то, буду заниматься. Все, всех обнимаю. Всем мира и добра. Всем всего самого-самого наилучшего. Напишите, любите ли вы возиться с цитрусовыми или нет. Вот это, конечно, листья такие какие-то не то перекормленные. Что-то они какие-то такие, видите? Может, их перекормили? Непонятно. Так. Что-то непонятно. Грязные, не вредители на них. Надеюсь, что не вредители. Но когда гофрированный лист может свидетельствовать о том, что перекорм. Такое может быть. Ну, посмотрим. Все, всех обняла.